Всем привет, с вами Андрей. Суббота, раннее утро, солнышко только встало. На улице пока всего лишь 7 градусов, но обещают до 15, это хорошо. Ну и я спешу немножечко прогуляться перед завтраком, пройтись по барахолке, посмотреть интересные предметы, если повезет что-нибудь купить. Не надо быть экспертом или каким-то антикваром. Если вы увидите хорошую вещь, которая вам понравится, покупайте, как делаю я. То есть я беру то, что мне нравится. И в большинстве случаев я беру хорошие вещи. Кто-то писал, что ты берешь сильно дешево, лучше взять одну дорогую вещь и продать за дорого. Ну, опять же, это дело вкуса. Можно купить и дорогую вещь, можно и дешевую, лишь бы вам она нравилась. Потому что многие вещи я беру, допустим, как декорацию на даче. На даче у меня уже много таких интересных находок, которых я покупаю на барахолке и потом уже куда-нибудь у себя их размещаю. Так что вот сейчас я уже подъехал к барахолке, и я вижу, что людей с утра много. То есть я не один, тут нас уже собралась целая толпа, которая с утра ходит. Так что давайте пройдемся, посмотрим и что-нибудь найду, наверное. Так что погнали. Ну, это хорошая люстра такая старая, из середины 20-х годов. Раньше они модные были, вот эти сосульки, да, стеклянные. В каждом доме висели такие люстры. Даже в Советском Союзе, я помню, у нас наподобие что-то такое висело. Но это мода была, да, на такие люстры. Но они прикольные, конечно. Сейчас моды на них нет, но, как вы знаете, мода, она всегда возвращается. Цикличность. Ну, с утра уже людей много. Ну, вот такие интересные латунные вещички можно купить. Так, это у нас держатель для чего-то. Надо будет посмотреть. Подсвечники есть. Вот. Это у нас не серебром, может быть посеребрение. Потемнело уже. Видно, что все из латуни. Так, что еще есть интересно? Ох ты! Вот эта находка. Это подсвечник, между прочим, с гербом. Тут даже есть печать. Надо будет смотреть клеймо. Так, вот это надо узнать, сколько будет стоить. Ну что, первая покупка была произведена. Подсвечник старый. Это 19 век за 20 евро. Плюс вот этот держатель в виде лошади. То есть это вообще, можно сказать, за просто так взял. Также на барахолке можно купить произведения искусств, скажем так. И не только. Если знать, что покупать, то можно неплохие картины купить. А можно просто купить копию. Вот это копия. На обратной стороне есть даже, что это Kunstkopie DE. То есть где-то висело. А вот рядом это уже не копия, это уже в рамке вот такой красивый букет цветов. Он, между прочим, старый. Was kostet Bild? 80 евро. Но у него, конечно, цены, да, может быть, кто-то и купит за 80. Я бы за 80 бы, может быть, в интернете бы выставил продавать, потому что, возможно, кто-то купит. Но здесь, ну, не знаю.
пускай сам решает. Я максимум бы я за нее 20 евро дал. Я не переживаю, если, допустим, дорогая цена у одних, я иду к другим и вижу, что также можно посмотреть разные картины и выбор большой. То есть здесь насчет живописи проблем не будет. Что-то найти для себя, если вам нравятся картины, то можно на любой вкус купить. Тоже неплохая картина. Это у нас такая лунная ночь в селе. Ну, такая ложечка латунная, интересная. Was kostet? Hallo, was kostet? Хочу просто узнать, сколько стоит. У меня где-то такая была, наподобие уже покупал. 20 евро. Ну, цена, конечно, дорогая за нее. Я брал за 2 евро. Если называют очень большую цену, я просто иду дальше, потому что я знаю, что через 20-30 метров можно встретить такой же товар, но в 2 раза дешевле. То есть зачем переплачивать, если можно поторговаться и найти то, что тебе нравится по нормальной цене. Окей. Сейчас я посмотрел декоративные дома, и я узнал женщину, которая эти дома купила, потому что я когда их рассматривал, она подошла и сказала, что она уже их купила. Эта женщина, она занимается антикваром, и она тоже продает на барахолках, только она продает в других городах. Это на севере Германии, Шлезвиг-Гольштайн. То есть у меня память на лица хорошая, я сразу узнаю, если где-то этого человека видел. Прикиньте, то есть сами дилеры приезжают на эту барахолку, здесь покупают и потом уже у себя, скажем так, дома продают на барахолке эти товары в несколько раз дороже. То есть тоже бизнес. Тоже вот неплохие такие картины. Масло с подписью, рамы хорошие. Но они дорогие, потому что, я думаю, от 100 евро и больше. Видно, что это не китайская или там не какой-нибудь любитель рисовал, а это где-то висело. Написано, что ручная работа, сама рамка только стоит евро 70-80, потому что ручная работа, плюс она старая, ну и сама картина, возможно, тоже будет хорошо стоить. Холст, есть подпись. Вот такие картины, они пользуются спросом. И я думаю, что за эти картины, вот если я сейчас спрошу цену, будет 50 или 80 евро. Was kostet ein Bild? Сейчас он подскажет мне. 60. Но я так и думал, от 50 до 80 евро. Я не успел вам заснять, я купил меха за 10 евро. Посмотрите. Очень хорошее состояние, кожа, и плюс здесь еще есть это медь и гравюра такая. Так что это хорошая находка для меня. Я люблю такие находки. Так, ну а что здесь? Здесь то же самое все лежит, надо смотреть. Вот такие часы интересные. Деревянная основа. Циферблат сделан из чего же он сделан? Давайте посмотрим. Так, это у нас цин. Это да, это олово. Я думаю, что. В Германии где-то в середине 70-х, 80-х годах это было модно. И вот тут стоит 92% райн-цин. То есть это рельеф из олова. Немного посуды. Красивая посуда, рюмочки, графинчики, посмотрите какие. Я графины брал, но они продаются не очень быстро. У меня их уже 4 или 5 штук есть на продаже. Тоже интересные такие. Но мне не нравятся, вот необычные, но жалко. Их люди не так часто покупают. А есть очень интересные графины. Кстати, вот такие тоже
дозы, они стоят неплохо. Даже 2 штуки внутри есть. Was kostet eine Dose? Also 3 Euro. Wie bitte? 3. 3. За 3 евро можно купить дозу. Guten Abend, junge Frau. Hallo. Guten Abend. Главное знать, что покупать. Такие винтажные дозы, они продаются тоже хорошо, потому что люди их коллекционируют. И значит, на них есть спрос. За 2 евро это просто как подарок. Хорошая доза, винтажная и почти в идеальном состоянии. Не могу пройти мимо, просто каждый раз любуюсь вот такими бидонами. Они так красиво расписаны, блин. Каждый раз хочу купить, хотя их у меня уже целая куча на даче. Я их не знаю, куда ставить. Но он алюминиевый и вот сверху вот так разукрашен красиво. Часики китайские. Ух ты, я бы себе такую взял на дачу, как декорация. Блин, она тяжелая, это чтье. Классная штука. Это же колонка. Но она видно, как использовали ее как декорацию. Очень интересный столик. И такой столик будет стоить более 200 евро. Ребята, он в идеальном состоянии. Я бы его купил, но мне его ставить некуда. И тащить его надо будет. Хотел вам показать, сколько он стоит, но его уже продали. Сейчас посмотрю. Покупка дня — это овальный столик из латуни, французский, 40-е года. Даже я ошибся, потому что я не эксперт. И это хорошая покупка, потому что за 35 евро такой столик купить — это просто как подарок. Он стоит в интернете от 1000 евро и до 2500. Видно даже качество столика. Даже вот я не эксперт, я думал, что это где-то 60-е года, но все равно этот столик, он будет любой интерьер украшать своим видом, потому что очень хорошее качество. Так что идем дальше. Красивая доза. Необычная такая крышка из дерева. Для, возможно, сладостей. Интересно, сколько будет стоить. Was kostet das? Ну, посуда, она не такая дорогая должна быть у них. Взял интересную такую дозу для сладости за 4 евро. Она мне понравилась. Просто необычная вещь. Почему бы и нет? Сегодня очень много товара. Просто аж глаза разбегаются. Тут и куклы, смотрите, какие разные. Видно, что они хорошие и дорогие. И красиво одеты все. Ну, это коллекция по-любому. Сколько там коробок, обалдеть. Сколько же человек потратил времени и денег, чтобы собрать такую коллекцию. Но я знаю, что они дорого будут стоить, но опять же их надо купить и потом все это продать. Ух ты, какая кукла большая. Каждый столик будет по 200 евро минимум стоить. Но опять же уже повредили кожаное покрытие. Ну как так, ребята? Даже не смотрят, видите? Письменный стол очень красивый, большой. Да тут целую квартиру вынесли. А вот и зеркало красивое есть. Помимо зеркала я вам показываю сразу и посуду. Хочу посмотреть зеркало. Деревянная основа. Оно старое. Was kostet Spiegel? Spiegel 25. 25 евро. Ну, в принципе, они так и стоят. Хорошая цена для него. А вот на каком он стуле стоит, это вообще стул красавец. Какие клепки большие, декоративные. Кожа. Красиво все сделано. Ну вот так я негаданно купил зеркало. Хотел 25 евро. Но я сомневался, стоит ли мне его покупать.
Он говорит, сколько дашь? Я говорю, за 10 я возьму. Ну вот увидел зольницу за 30 евро. Но, в принципе, она в интернете где-то будет в районе 50-70 евро стоить. Ну, у меня они уже есть. Я вот брал недавно большую за 9 евро взял. Даже больше, чем это. Но у них хорошие ручки. Они мне нравятся. Ну, видно, что человек занимается антикваром. И у него цены хорошие. То есть тут сильно не поторгуешься с ним. Но зато и товар у него хороший. Если вот так брать для себя, для декорации куда-нибудь в дом, то, в принципе, достойный товар. Вот такой латунный старый подсвечник, видите, с элементом дерева. Перед вами настоящий антиквариат, деревянный плуг, посмотрите. Это музейный такой экспонат, который здесь оказался непонятно почему, кто его сюда притащил. Парни молодые стоят, рассказывают друг другу, ну, видно, один рассказывает, для чего он, может быть, он знает. Ну, классно, конечно, что сказать. Ну, а здесь я вижу даже есть очередное зеркало, но жалко, что вот тут краска слезла. Ох ты, какие старые картины. Was kostet? Цен 10 евро. Обалдеть. Они больше сотни стоят. Wenn ich zwei nehme, machen wir Angebot. Die zwei. Ребята, я взял две картины старые за 15 евро. Это просто... Я даже не знаю, как вам это рассказать, описать. Ну, просто подарок. Хорошая находка. Не мог пройти мимо, не рассказать, что это такое. Вид коромысла старого. На шею это все вот так одевалось, и сюда по бокам можно было ведра вешать. Ну, вот наподобие русского коромысла, просто немножко другая форма и сделан немножко по-другому. Ну, принцип такой же, да, как и русского коромысла. Распределение груза равномерно. Вот с помощью деревянной такой конструкции. Очень интересно, ребята. Случайно шел, увидел вот такие старые колокольчики. Я даже не могу понять, но они почему-то, мне кажется, они сделаны не в магазине каком-то, потому что очень качество плохое, а действительно они, возможно, старые. Видите, как неровно все сделано. Кольца, возможно, уже кто-то сам одел, а вот если посмотреть ушко, вот эти все штуки, как они были сделаны, ну, китайцы так не делают. Китайцы делают, они сразу делают поделки на известные произведения искусства. А тут видно, что кустарное такое производство, но оно интересное. Надо спросить, сколько стоит. И два штуки я их увидел. Смотрите. Was kostet die? Прикиньте, да? Цена? Там окей. Короче, она мне ангибот сделала за 20 евро, еще и в придачу вот эти весы старые. Ну, это как в нагрузку. Ну вот взял я такую картинку за 2 евро. В принципе, неплохо, мне понравилась, красивая. Вот. И рамка тоже такая необычная. Ну что, ребята, вот моя следующая находка. Вот такой столик интересный. Ну, это 20 век, но он в хорошем состоянии за 5 евро. А самое главное, что поверхность практически чистая. Немножечко шлифануть вот тут. Вот эти, тут, по-моему, остатки пищи остались. И воском натереть, он будет нормально смотреться. За 5 евро, я думаю, что можно такой купить. Цена хорошая. Он еще откручивается, и можно отсоединить ножку от столешницы. Беру за 5 евро.
Так, это у нас такие домики есть под свечи. Интересный, красивый домик. Даже церковь, наверное. Жалко, нет печати, кто сделал. Это зимний мотив такой, с крыши снег сходит. Классный. Куплю, наверное. Сейчас прошу цену. Так, не успел вам показать. Быстренько вам показываю. Вот зеркало купил. 10 евро хотели, я взял за 5. Но рамка очень такая оригинальная, позолоченная и тяжелое зеркало. Красивое. Хотел бы вам показать то, что выкидывают. Кто-то, видно, просто решил выкинуть, так как не продается или что-то сломано. Но сама тумбочка, я предполагаю, что это, наверное, для ванной комнаты. Она просто офигенная. Какие красивые ручки. Да и сама она очень интересная и старая. Вот ее бы восстановить, она бы очень радовала бы своим, скажем так, видом. Блин, такую мебель выкидывают, ребята. Просто жалко. На сегодняшний день это последняя моя покупка. Я уже закупился по самый, скажем, не хочу зеркало. Западноевропейский стиль такой, знаете, похож на славянский, но нет. Деревянная рама, черное крашеное дерево. И за 6 евро беру. Зеркало стоило 65 евро. Стоит немецкое Rostfeld Gozo. Даже не знаю, что это за язык. Надо будет посмотреть, на каком языке написано. Но вот интересный такой. Первый раз я вижу такое зеркало расписное, что это немецкое. Я сначала подумал, это наподобие что-то такое наше, советского расписного. Ну, посмотрю и уже потом позже вам скажу, где и когда, кто это сделал, зеркало.